Каждый хоть раз натыкался на скриншоты с запредельной супер реалистичной графикой в GTA San Andreas. Порой можно увидеть графику, которая не снилась даже GTA 5. Насчет GTA 5 это шутка, конечно же. Но тем не менее, скрины порой выглядят действительно очень сочно. Реальные же впечатления от подобных графических модов могут быть совсем иные. Зачастую мы видим скрины или видео с определенными настройками, а по факту в пользовательских версиях может быть совсем иная картина. Также стоит учитывать тот факт, что при подобных демонстрациях, как правило, установлено много сторонних модов, которые придают картинке более свежий вид, плюс пасмурная погода и определенное игровое время. Короче, сегодня в этом видео я покажу вам, как выглядят самые популярные графические моды для GTA San Andreas на самом деле, без всяких настроек, прямо из архива. Я выбрал наиболее популярные графические моды: Real Vision версии 1.1, Render Hook, Five Graphics Update 2 и самый хайповый из всех San Andreas DirectX 3.0. Если кого-то забыл, то сорян. Для теста я буду использовать одинаковые параметры графики. Из модов будет один и тот же набор: качественный интерфейс, локализация и микс-сеты. В визуальном плане все стоковое. В общем, обязательно досмотрите видео до конца, чтобы увидеть, насколько может быть красивой и не очень GTA San Andreas с самыми популярными графическими модами. Погнали! Для начала давайте вспомним, как выглядит оригинал. Если кто-то забыл, то вот так. Ладно, на самом деле вот так оригинал выглядит. А это уже мод Real Vision версии 1.1. Сразу и не поймешь, что вообще изменилось, но это только на первый взгляд. Вся цветовая гамма стала более естественной, с теплым, слегка розоватым оттенком. Прикольно выглядит, кстати, мне нравится. Улучшилось освещение и тени, появились облака, и в целом графика стала более настоящей. Появились отражения на транспорте, я бы их, конечно, чуть-чуть убавил, но даже и так на стандартных авто смотрится неплохо. Если бы тут были новые качественные модели, то было бы еще лучше. В интерьерах освещение также поменялось, все выглядит теперь более графонисто. Ночью мод выглядит достаточно приятно, нету засвеченных областей, как это можно было наблюдать в оригинале. По уровню ночного освещения очень похоже на оригинал, но правда облака присутствуют и ночью. Мне кажется, это не совсем верное решение. Что мне не понравилось, так это чересчур сильное отражение транспорта в темное время. Уж слишком неестественно это смотрится, уверен, это тоже можно пофиксить. Давайте теперь посмотрим дневной Angel Paint. Днем эта местность выглядит очень неплохо, уверен, вам кажется, что особо ничего данный мод и не поменял. От такой красоты глаз очень быстро на самом деле замыливается, но сейчас я покажу вам магию. Это Real Vision, а это оригинал. Снова Real Vision и снова оригинал. Разница, конечно, существенная. Вот так это все выглядит в ночное время, как по мне, очень хорошо, а так в оригинале. Render Hook. В самой первой катсцене я обратил внимание на часть отсутствующих текстур в сцене. Возможно, мод как-то конфликтует с файлами игры, из-за этого пропадают текстуры. Первое, что я увидел после появления CG, это тени. Это, конечно, вау. Они здесь повсюду, тени есть у абсолютно всего. Это все выглядит значительно лучше, чем в прошлом моде. Общая цветовая гамма стала более темной. На первый взгляд кажется темновато, но потом привыкаешь и кажется, что так даже лучше. Еще мне бросились в глаза деревья, их контур слегка размыт, мне это не очень понравилось. Что касается отражения у транспорта, то здесь все достаточно хорошо. В дневное время отражение выглядит очень неплохо. В интерьерах в ночное время освещение выглядит очень реалистично. Свет приглушен и нет никаких засветов. Создается полное ощущение того, что сейчас ночь. На улице, как говорится, темно, как, вы поняли. С непривычки можно потеряться от того, что темно, но в целом выглядит нормально. Есть звездное небо и яркая луна, которая не имеет текстуры и выглядит как какой-то фонарь посреди неба. Есть непонятные косяки в виде затемненных областей. Возможно, это какие-то ошибки с тенями или что-то еще. Маркеры миссии, их практически не видно. Короче, не знаю, San Andreas, тут можно заблудиться. Ночью отражение на транспорте выглядит отлично. Вот это то, что нужно. Здесь мне они очень понравились. Так же, как и в прошлом моде, здесь есть проблемы с зеркалами, с модом они просто не работают. Вероятно, это общая проблема ENB модов. Днем в сельской местности картинка порадует своей красотой. Тени, цветовая гамма, отражение и другие современные эффекты делают свое дело. Графика выглядит очень приятно и естественно. Ночью немного непривычно из-за такой темноты, но в целом неплохо. Так игра обретает более интересный визуал. Графика из GTA 5. Данный мод встречает нас яркой картинкой. Присутствуют новые тени. Конечно, их не так много, как в прошлом моде, но в целом выглядит нормально. Но в следующей сцене, где Карла прессует Tenpenny, были какие-то баги с погодой. Связано это с модом или чем-то еще, я так и не понял.
Five Graphics похож на оригинал. Серьезное отличие — это тени и освещение. Оно более мягкое и приятное глазу по сравнению с оригиналом. Стоит отметить, что картинка действительно похожа на графику GTA 5. Я сейчас имею в виду именно общую визуальную атмосферу. В целом неплохо. Выглядит сочно, под какие-то моды, я думаю, многим зайдет такой визуал. Что же до помещений, то тут конкретный пересвет. Сейчас ночь, но при этом в доме настолько светло, будто на каждом углу стоит мощный источник света. Даже окно подсвечено так, будто за окном сейчас не ночь, а солнечный день. Выйдя на улицу, я заметил, что здесь, так же как и в предыдущем моде, достаточно темно. Звезды, конечно, видно, но не так хорошо. Зато луна выступает здесь в роли прожектора. А вот в помещении наоборот, слишком светло и много засветов. Это сильно контрастирует друг с другом и смотрится неэстетично. Ночью отражение на авто выглядит неплохо, даже красиво. Ночной Лос-Сантос мне понравился, все выглядит свежо и по-новому, а что там в сельской местности? Дневной Angel Pain выглядит красиво, приятная гамма, модель затемнения, все это делает GTA San Andreas более современной. Ночь в сельской местности в принципе ничем не отличается от показанной мной ранее, все точно так же. В целом данный мод мне понравился, за исключением некоторых моментов. Так, что там по воде? В Real Vision в стоке вода выглядит достаточно плоско, в ней есть отражение, но нет волн, точнее они практически незаметны. Все это делает воду не такой эффектной, но если изменить значение в настройках воды, то результат будет уже значительно лучше. Render Hook. Здесь с водой происходят какие-то странные вещи, есть четкая граница на горизонте, за которой пустота без всякой воды. В данном моде какие-то проблемы с водой. Сама вода выглядит неплохо, но данный баг все портит. Five Graphics. Визуально вода здесь выглядит очень сочно, действительно вода похожа на графику из GTA 5. Пока из всех остальных эта вода мне нравится больше всего, очень красивые волны и блики от солнца на воде. Как выглядят погодные эффекты с этими модами? По неизвестной причине в моде Real Vision при изменении погоды погода особо-то и не менялась, точнее не менялась совсем. Если и дождь, то исключительно только при ясной погоде. Облачность не тут-то было. Песчаный шторм, хрен вам, а не песчаный шторм. Не знаю, с чем это все связано, но как есть. В Render Hook дела с погодой обстоят значительно лучше, она как минимум меняется, это уже хорошо. Но если серьезно, то виды погоды в этом моде, на мой взгляд, выглядят очень натурально. Смотрю я на это все, и мне прям очень нравится эффект, они такие теплые, ламповые, прям очень круто. Взгляните на ту же песчаную бурю. Или же туман, выглядит очень хорошо. За исключением дождя, он напоминает багованный дождь из Definitive Edition, но уверен, это можно поправить. В остальном же выглядит потрясно. Five Graphics. Но что тут сказать? На самом деле ничего сверхъестественного, особенно после предыдущего мода. Дождь похож на дождь из GTA 5, только капли слишком большие. От таких капель может голова закружиться. Стоит отметить сходство луж с GTA 5. Там тоже есть подобный эффект, даже отражения в лужах присутствуют. Сразу хочу предупредить всех хейтеров и любителей оригинальной графики. Отойдите, пожалуйста, от экранов, а иначе у вас люто подгорит от такой запредельной графики в старушке GTA San Andreas. Ну что, как вам такая графика в San Andreas 2004 года? Definitive Edition, ты там как, нормально вообще? Нет. Определенно данная модификация самая сочная из всех, что мы сегодня видели. Это если не идеал, то вероятно предел того, что можно было выжать из мода на древних технологиях. Посмотрите на это освещение, оно выглядит очень натурально и круто. Красивые оттенки, сочные лучи солнца, которые проступают через деревья. Имитация глобального освещения и куча других эффектов, в которых я ничего не смыслю, но визуально мой глаз радуется от такой графики в GTA San Andreas. Насколько же круто теперь выглядят закаты и рассветы, слегка розоватый оттенок заката и угасающие лучи солнца. Динамические или же 3D облака, как их правильно хрен его знает, но выглядят они чертовски хорошо. Они генерируются на ходу, в зависимости от погоды и времени. Такое только в RDR 2 есть, если я ничего не путаю. Особенно круто облака выглядят во время полетов на воздушном транспорте. Ночь вообще теперь как отдельный вид искусства. Во-первых, она стала темнее, нет никаких засветов и пересветов. Появился мощный и при этом невероятно красивый прожектор в виде луны, которую я бы слегка, если честно, убавил. Смена погоды теперь выглядит очень круто.
Посмотрите, как преобразилась вода. Красивые волны, лучи света, отражающиеся от воды, как и другие объекты, эффект дымки. Выглядит очень круто и создается впечатление, что это вовсе не Сан-Андреас. Единственная текстура шикарного качества портит всю картину. Посмотрите на эти капли воды на экране. Помимо них вокруг все так же в воде. На земле теперь есть лужи, а также видно, как капли падают и оставляют брызги на поверхности. Но это еще не самое крутое. Капли образуются и на транспорте. Что-что, а это заслуживает особой похвалы и лайка под этим видосом. Между прочим, капли еще и стекают по машине, что вообще просто выглядит крышесносно. Плюс еще эти отражения от воды под машиной. В общем, уровень графики просто зашкаливает. Наверное, именно так в детстве наше воображение дорисовывало картинку, тем самым оригинальная GTA San Andreas казалась чем-то сверхъестественным. Но несмотря на всю эту красоту, конечно же, есть свои недостатки и баги. Показывать их, конечно же, я не буду. Внимательные и так все увидят. Расскажу, пожалуй, о самой главной проблеме, которая объединяет все показанные в этом видео моды. Производительность. Вся эта красота потребляет просто немыслимое количество ресурсов вашего ПК. Красота требует жертв, а жертвой в данном случае будет именно ваш компьютер. И речь пойдет сейчас о мощных машинах. Про средние или же слабые ПК речь вообще не идет. Вот конфиг моего ПК. С модом DirectX в 2К разрешении у меня часто FPS прыгал ниже 40 кадров. Средний же FPS держится в районе 40-45 кадров. Уверен, могут возникать сцены, в которых частота упадет и до 30 FPS. К примеру, тот же RDR 2 на ультра настройках графики спокойно идет в 60 плюс кадров на моей системе. А здесь же кроме графики больше ничего нет. А если поставить еще, к примеру, Rosa Project, Transport и другие тяжелые моды, что же будет тогда? Предполагаю, что будет больно, но обязательно напиши в комментариях, если хотел бы это увидеть. Все моды из этого видео по сути одно и то же, но с разными настройками и фичами. Все это ENB мод, а с ENB модом очень много модов не работает. Если вы не хотите ограничиваться только графикой, то для вас это будет проблемой. Помимо всего вышесказанного, есть свои графические артефакты, к примеру, с зеркалами, исчезнувшими текстурами в катсценах, засветами, темными областями и многим другим. Но, как ранее я уже говорил, красота требует жертв. Давайте подведем некий итог. DirectX выглядит определенно очень круто. Уверен, лучше вероятнее всего уже не будет, но очень хотелось бы, чтобы мод продолжал развитие, но за всю эту красоту нужно платить, в первую очередь мощным ПК, ведь на чем-то слабом, при установке какого-нибудь слабого пресета вы лишаетесь всей этой красоты, а тогда какой смысл от этого всего? Я хочу, чтобы вы написали в комментариях, какой графический мод по вашему мнению лучший и почему. Ну а у меня же к вам такое предложение. Набираем под этим видео 1500 лайков, и я выжимаю из GTA San Andreas все соки, я использую весь свой опыт и прокачаю GTA San Andreas по максимуму. Да простит меня Даня Десу. Ссылки на моды вы найдете в описании, не забудьте оформить подписку, поставить лайк и написать все что угодно в комментарии. Ну а я, пожалуй, еще раз зайду в этот шедевр и полюбуюсь красивыми видами любимого Сан-Андреаса.